Здравствуйте, друзья! В сегодняшнем видео хочу показать, как вот бормашинкой можно вот такие вот рисочки на ноже отшлифовать. То есть сделать ножик гладеньким. Вот. Для чего вот нужна эта бормашинка? Она много целевая, много задач выполняет. Но вот одна из задач это вот шлифовка. Она, пожалуй, наверное, самая сложная. Потому что это процесс долгий. И все равно нужно приложить умение. И как это все делается, мы сегодня с вами рассмотрим. Вот набор насадочек, набор машинку всевозможный. Вот здесь вот такая вот резиночка. На резиночку одеваем вот такую насадочку. И вот так вот будем сейчас мы шлифовать. И для этого еще надо ручку ножа. Я думаю, ну ладно, малярным скотчем не будем. Мы просто в качестве примера рассмотрим, вот отшлифуем одну сторону. Хорошо так. И начнем. Сначала мы вставим, значит, в бормашинку, в патрон. Вот такая вот патронная. Патрон защищен. Это очень хорошо, кстати. Машинка мощная. Обороты большие. От 6 до 32 тысяч. 6 миллиметров насадки влазит в патрончик. То есть вполне такая функциональная штука. Все, зажали. Сейчас отрегулируем оборотики. Вот первая скорость, пока не надо. Пока посмотрим, как будет себя вести на первой скорости насадка. Включаем. Значит, она работает на нас. Ну вот, то есть я буду водить вот сюда. Шлифует как бы в одну сторону, не в две стороны, а вот в одну. Провел. Нажим, провел. В две стороны как бы не шлифует. Это очень трудно попасть в этот резонанс шлифовки. Можно наделать вот таких вот ям. То есть это когда вот на пасте ГОИ будете выводить или на другой пасте, то есть до зеркального блеска. Все вот эти ямы и ваши вот эти вот бороздки, которые вы наделали при шлифовке, все будут видны. И начинаем. Обязательно одеваем защитные очки, потому что все равно открытый инструмент. И начинаем. И начинаем. Вот смотрите как. Видите, как белеет все. Главное в ручку не задеть. Образом можно вот дальше мы возьмем для чего бормашинка и удобная штука. Все равно подлезем. Вот видите? Начинаем. Видите, какой матовый становится? Плотно держим машинку. Не закрываем охлаждение, потому что перегреется в момент. Но обороты пока небольшие, перегреть сложно. И смотрим. Насадочка, видите, слезает. Выключаем, нужно поправить и подвинтить. Там винтик, тут резиночка стоит. То есть вот такая вот штука, вот смотрите, видите, резиночка. Тут вот винтик. То есть на оборотах резинку начинает расширять, и она зажимает эту наждачку. Но чтобы еще посильнее зажать нам ее, и она на оборотах, естественно, расширится, нам нужно подвинтить ее ключом. Иначе она слетит. Обзор на бормашинку и все вот эти насадки можете посмотреть по ссылке ниже. И шлифуем. Еще на разок пройдем. И можно вот так вот шлифовать, видите? Берешь, нажимаешь и пошел. Видите, полоса ровненькая. Это вот и есть эта шлифовка. Быстро не надо. Быстро мы все умеем,
Ножик держим, чтобы не загибало. Видите, обороты падают. Я веду раз до конца. Кончик надо. Это я быстро шлифую. На месте не тормозим. На месте сделайте, будет вот такая вот яма. Вот смотрите, какой матовый цвет здесь, а какой здесь. Какие риски, вон, видите? То есть вот веду. Ножик придерживаю обязательно. Немножко давлю и пошел по всей длине. Раз, проход. Давайте попробуем оборотов добавить немножко. Ой, тут вообще сейчас будет шлифовать. Вот смотрите, какой цвет. Давайте на другую сторону перейдем. Вот смотрите, как рисует. Это вот и есть шлифовка. То есть не останавливайтесь, водите. Это вот микроны снимает. Должны появиться вот такие вот полосы. Это тогда мы дошли до этого, до нужного, так сказать, до нужного результата. Вот. Вот он. Видите, маленько глохнет, я гружу ее. Ну, здесь слушаем чуть-чуть. Давайте посмотрим результат. Вот смотрите, матово все получилось. Что здесь, что здесь. Рисочки маленько все равно как бы присутствуют. Сейчас мы перейдем на мелкую наждачечку. А вот здесь ее как раз и нету, в комплекте не было. А что делать дальше-то как? Сейчас под пасту Гои, если будет матово, а мы сделаем хитрый способ. Сейчас все увидите. Пока отключим ее, сейчас я сделаю самодельную шарошку. Вот такая вот у меня вот шпилечка. Вот я намотаю наждачки и закреплю в станок. Вот, намотал я на эту шпилечку, значит, 400-ю наждачку. Как делаются шарошки, можете посмотреть по ссылке ниже. Все сделал. Там все описано про эти, как шарошки. Не буду у вас время занимать. Убираем наждачку, чтобы на нее сейчас не насорить всякого абразива. Это обязательно нужно делать. Особенно это нужно делать с пастой Гои, ее в открытых. Войлочные круги и пасту Гои открытой не оставлять. Все, включаем. Сделал первую скорость, потому что самодельная. Все работает. Сейчас вот 5000 оборотов. И начинаем 400-й работать. Смотрите, как убирается рисочка.
Вот видите, светлеет. Тут и тут. Наждачка на бумажной основе. Машинку мне вот так удобно держать, она тяжеловатая. Чтобы нам пролезть дальше, нужно вот таким вот образом держать уже. Ну а что сделать? На месте, как я уже говорил, не останавливаемся. Вот смотрите, прямо оборвал, да? Хляст. Вот смотрите, сейчас что будет, включу. Видите? Вот она будет сейчас шлепать. Видите? Как трещотка. В детстве делали трещотки на велосипед на спице. Вот будет то же самое. А под углом, когда оборву, будет очень хорошо работать. Вот почему надо под углом. Ну, это я просто, может, так досконально объясняю. Я просто привык. Если уж делать, то стараться, чтобы было, как говорится, хорошо. Плохо-то мы, наверное, это умение, нам, может быть, много и не надо. Вот. Обрезали. Ну, более-менее убираем все лишнее. Вот. Сейчас, смотрите, видите, уголок. Трещотки не будет. Все, работаем дальше. Вторую сторону, наверное, не будем. Это слишком долго времени я займу. Если смотрите, какая-то рисочка осталась, то уже с 400-й наждачкой уже, может быть, вы ее большую не уберете. Берите, одевайте обратно, вот, которая была. Крупная вот эта вот 240-я. Шарканете на этом месте, потом 400-й. Но если пропустили, это мой совет. И вот тогда добьетесь результата. Давайте оборотов добавим. Долгая история. Немножко.
Вот это шлифовка, друзья. Ну вот, в общем, закончил я 400-й наждачкой. Не стал это все длинное показывать, чтобы ваше время не отнимать. Вот перешел я на 1200 наждачку. Вот самый такой хороший вариант. Тысячная, как бы, можно, но вот 1200 получше будет. И вот намотал я тут все опять. Эту наждачку я убираю, чтобы туда не насыпался металл. А то потом другая шлифовка, если начнешь, может вообще все риски такие понаделать, что их не выведешь никогда. Включаю. Опять вот первая скорость. Ну и давайте работать. Видите, как рисует? Убираем, видите, начинает блестеть. Желательно бы вот шарошку подлиннее, вот такую, чтобы проход был на всем ноже сразу. Положили и по всему прошлись. А это же бормашинка, получается у нас ножички маленькие. Поэтому приходится по пол ножа брать. Но ножик уже маленько начинает поблескивать. Ну ладно. Начинаем обрывать наждачку, которая уже негодная для работы. Подцепляем. Тут я побольше намотал. Видите, она вся уже побелела. Ну вот. И под углом режу осторожно руки. Я в перчатках, а то от шлифовки руки сильно чернеют. Некоторые пишут в комментариях, что такие черные руки, но токаря, наверное, все, наверное, фрезеровщики, они в белых халатах и в белых галстуках, понимаете, как бы люди, рабочие люди. Все, конечно, любят, чтобы беленько было, чистенько и все получалось, но это, наверное, только, наверное, бывает где-нибудь в сказках. Ну ладно, поехали дальше. Вот так вот по половинке захватываю.
Это я еще в быстром варианте показываю. Так это, наверное, на одну сторону надо час. Я уж побыстрее, чтобы время-то не тратить ваше. Ну вот и надо обрывать уже. Она очень быстро, наждачка, теряет свои свойства. То есть она исшаркивается и все. Зерно забивается и все. Ее надо менять. Ну вот, значит, одел я войлочный круг маленький. Нанес пасту Гои, не стал это показывать. Это все у меня есть по ссылке в описании. Все эти видео. Беру капельки маслица. Так вот. Да буквально там чуть-чуть. Это специально масло, чтобы паста Гои она хорошо шлифовала. Любое масло можно индустриальное. ВДшку можно. Тоже хорошо. Ну и начинаем войлочным кругом. Вот такие вот движения. Вот. Получается будем... И работаем. И подольше, видите, как маслица хорошо. И, извиняюсь, маленько задели, но ничего. Стараемся залезть везде. Вот, происходит работа. Быстро не надо, буквально там минутку. Пополируете. Заодно и паста работает, она там все равно в микронах. Она еще маленько поработает, еще даже, мне кажется, маленько размельчится. Но старайтесь, чтобы не горело оно сильно. Оно все равно гореть будет. Только не давите сильно. Вот видите, работает. Вот таких заходов 3-4 сделать. И потом посмотрим результат. Давайте выключим, сотрем. Ну вот, друзья, 3 захода я сделал. То есть намазал. Пастой войлочный круг прошелся с маслом. 1, 2, 3. И вот теперь в конце все вытираю. И сейчас мы посмотрим результат. Что у нас получилось. Вот смотрите. Просто буквально сколько у нас это? Ну, минут 20 заняло. Смотрите, как блестит-то хорошо. То есть вот. И вот эта вот матовая сторона, когда мы прошлись вот этой вот 240-й шарошкой. Вот мы просто матовую сделали и ничего больше не делали. То есть вот результат и вот. То есть мы сделали тут 1200, паста Гои, 1200 наждачка, 400 и вот это вот. Вот что получилось. Вполне бормашинкой можно шлифовать ножи. Принцип полировки на бормашинке. Хотите, чтобы было глаже, то есть вообще зеркальная поверхность, как зеркало, нужно сидеть, ну, часа, наверное, 3 нужно сидеть. Но принцип как бы понятен. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал. До свидания.